Я специально решил записаться здесь, в Африке, в Намибии, для того, чтобы поделиться своими впечатлениями о том, как прошел мой визит в Африку, на африканский континент, каковы мои впечатления и, самое главное, каковы перспективы развития наших отношений с африканскими государствами. Если обратиться к относительно недавней истории, то можно сделать несколько выводов. Во-первых, мы всегда старались помогать африканским государствам. Даже в тот период, когда другие страны занимались здесь колониальными вещами, мы всегда помогали и даже иногда сражались на стороне африканцев за их независимость. Во всяком случае, это было в период Англо-Бурской войны. Во-вторых, мы много чего сделали в прошлом, но сейчас в какой-то период, может быть, потеряли интерес к развитию африканского континента. И сейчас наша задача восполнить все то, что было потеряно. Что я имею в виду? У нас есть очень много хороших, интересных планов и очень важных идей, каким образом развивать наше сотрудничество. За последние несколько дней мне удалось проехать Африку с севера на юг. Визит на африканский континент начался в Египте, где мы обсуждали самые разные вопросы, начиная, конечно, от вопросов экономического сотрудничества и заканчивая вопросами ближневосточного урегулирования, арабо-израильского конфликта. Все это очень важно, очень сложно. И самое главное, что некоторые вещи невозможно понять, не погрузившись в соответствующую атмосферу. Мне довелось также выступить в Лиге арабских государств, что было впервые, и это такой беспрецедентный такой опыт общения руководства Российской Федерации с арабскими странами, с которыми нас тоже связывают очень дружественные отношения. Арабские страны – это часть африканского континента. Следующей остановкой, следующей частью моего визита на африканский континент была поездка в Нигерию. Это самое крупное государство Африки. Там живет 150 миллионов человек. Живет очень по-разному. Эта страна относительно недавно стала бурно развиваться в результате того, что были найдены большие запасы нефти, газа. И, конечно, нас тоже связывают с этой страной сейчас целый ряд проектов. Некоторые из них, такие как нефтегазовые проекты, они, в общем, измеряются миллиардами долларов. И для нас это не только, собственно, инвестиции, но и тот бизнес, который может быть ориентирован на годы вперед. А мы, государство, которое все-таки должно играть на разных континентах, мы должны осуществлять наши бизнес-проекты, особенно в сфере нефти и газа, не только в России, потому что иначе мы не будем вот такими международными игроками в нефтегазовой сфере. Поэтому это тоже был очень важным пунктом назначения, очень важной частью моей поездки. Намибия – это та страна, где мы записываем этот блог. Фантастическая страна, которая находится практически на юге Африки. Мы сейчас прибываем в зимнюю пору. Здесь очень холодно, приблизительно 22-23 градуса. Скорее всего, ночью температура опустится до нуля. Уникальный абсолютно колорит. Но самое главное, что это тоже очень близкая, дружественная нам страна, которая долго боролась за независимость, долго была территорией, которая была оккупирована прежним Южноафриканским союзом. Сейчас это независимое государство. Государство небольшое по населению и огромное по территории. Здесь масса полезных ископаемых и значительное число проектов, которые мы хотели бы также развивать с нашими коллегами. Кстати сказать, практически со всеми странами, и в Египте, и в Намибии, и в Нигерии, мы обсуждали одну тему о том, как позиционировать африканский континент в международной жизни. Дело в том, что Африка долго сражалась за независимость. В Африке огромное количество проблем. Это и голод. Давайте вдумаемся в те цифры, которые стали рутинными. Каждые 5 секунд на нашей планете, и прежде всего в Африке, от голода умирает ребенок. Это огромное количество болезней, от которых страдает местное население. Это преступность, наркотики. И поэтому, когда мы встречаемся с нашими коллегами, с руководством африканских стран, мы, конечно, говорим о том, каким образом африканские страны будут отстаивать свои интересы. Для этого необходима реформа Организации Объединенных Наций. И в этом смысле мы наших африканских партнеров поддерживаем. Конечно, при соблюдении норм Устава Организации Объединенных Наций. В общем, это очень широкий набор тем.
Следующая остановка – Ангола. Мы тоже будем обсуждать инвестиционные проекты, будем говорить об энергетике. С Анголой у нас тоже отдельная история, длительная история отношений. Мы взаимодействовали раньше, у нас свой опыт работы в этой стране. И нас ждут также там с различными самыми интересными инвестиционными, энергетическими программами. Так что в целом визит получился очень насыщенный. Не говоря уже о том, что мне, как любому человеку, который никогда не бывал на этой земле, очень интересно просто пройти собственными ногами, посмотреть, как здесь выглядит жизнь. Ну и, конечно, все мы интересуемся историей человеческой цивилизации. Когда я бродил по Гизе, это, по сути, часть Каира, это абсолютно уникальные эмоции. Эти эмоции, кстати, получают миллионы наших людей. Каждый год почти 2 миллиона наших граждан бывает в Египте по туристическим путевкам. Вот именно там понимаешь связь веков, понимаешь, насколько важно общение, понимаешь, насколько важно нам сохранить Африку в числе важнейших внешнеполитических приоритетов.